Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и я хочу поговорить с вами об очередной фишке смартфонов Xiaomi Redmi и Poco. По интернету прокатилась волна такой фишки, как в Xiaomi вставить любые надписи, смайлы, никнеймы и так далее вот в эту область шторки. Также я пошел немного дальше и сделал на своем смартфоне свой никнейм. Смотрится интересно. В данную строку на Xiaomi можно вставлять любые символы, никнеймы и смайлы, если они подходят. Также это будет отображаться на экране блокировки, вот здесь. К примеру, можно сделать вот такие надписи со смайлами. Для чего же, друзья, все это нужно? Думаю, если вы любите улучшать свой смартфон, дорабатывать в нем новые фишки, то и данная фишка вам понравится. Не во всех же видео улучшать свои смартфоны софтом и различными настройками. В общем, сейчас покажу, как все это сделать. В своем телеграм-канале я оставлю ссылки вот на такие сайты. Это первый сайт, который позволит нам вставлять вот такие надписи, а точнее копировать различные смайлы и так далее. На втором сайте вы сможете сделать вот такие надписи на AMOLED дисплей, любые, которые только захотите. Ссылки на данные сайты будут в моем телеграм, все найдете под этим роликом. Также в своем телеграм оставлю некоторые подборки различных надписей и смайлов. Не забывайте также подписываться на мой телеграм, у меня там много интересных фишек по всем Android смартфонам, не только по Xiaomi. Итак, мы зашли на первый сайт, который позволит нам сделать какие-то надписи в нашу шторку. У вас должен быть выбран вот этот первый пункт. Далее спускаемся немного ниже, находим первое окно. Сюда вписываем ту надпись, которую мы хотим вставить в нашу шторку. Закрываем клавиатуру, продвигаемся вниз и вот здесь смотрим различные текста. Пока эти нам не интересны, доходим вот до таких. Ставим здесь точку, выбираем этот текст. У нас получается следующий эффект. Выбираем те символы, которые нам более интересны. Далее нажимаем вот эту кнопку «Скопировать». Также отмечу, досматривайте ролик до самого конца, чтобы ничего не пропустить. Сейчас мы вставим вот такую надпись, потом перейдем к смайлам, а в самом конце дойдем до AMOLED. Надпись скопирована, все это можно свернуть. Идем в настройки. Уведомления и центр управления. В самом низу строка состояния. Имя оператора. Если у вас так же, как у меня, две сим-карты, нажмите на нижнюю, поставьте пробел и убедитесь, что здесь все удалилось. Далее на первой сим-карте, если здесь есть какая-то надпись, то просто ее удаляем, а потом вставляем нашу. Подтверждаем. Друзья, сразу обращаю ваше внимание, если надпись вот такая длинная, то она будет плавающей, как вы сейчас это видите. Чтобы надпись не была плавающей, здесь лучше вставить более короткие символы, тогда это будет выглядеть следующим образом. Со шторкой это еще не все. На том же самом сайте находим вот такую вторую строку Emojis. Нажимаем на нее. Спускаемся вниз и находим здесь различные смайлы. Можете копировать и вставлять даже различные цветные смайлы, но это будет зависеть от стиля шторки, то есть от данной темы. Они будут принимать именно этот цвет. Думаю, вы уже все поняли. В предыдущем окне сайта создаем свою надпись. Потом вот здесь нажимаем по любому смайлу, он копируется. Идем в те же настройки смартфона и вставляем сюда смайл. Также, друзья, небольшой нюанс вот с этой вертикальной черточкой. Смотрите, у меня два оператора. Скорее всего, если у вас будет вставлена одна сим-карта, то у вас этой вертикальной черточки не будет, но это не точно. Так вот, у меня она с правой стороны в любом случае появляется. Где имя оператора, она не появляется, она просто есть. И я взял с другой стороны, вставил такую же. Теперь это выглядит более гармонично. Вы можете сделать так же, если посчитаете нужным. Двигаемся далее и переходим ко всегда включенному дисплею. Это второй сайт, который я также оставлю в своем телеграм. Что здесь нужно сделать? Вот в это окно прописываем свой никнейм или то слово, которое вы хотите вставить. Далее ниже выбираем текст для нашего никнейма, например, такой. Продвигаемся вниз. Выбираем цвет своей надписи. Советую выбрать черный, он должен стоять по умолчанию. Нажимаем зеленую кнопку «Сгенерировать». Надпись слишком большая, вот этим ползунком ее уменьшаем. Снова генерируем. В общем, данным ползунком подбираем размер, чтобы вся надпись сюда вошла, в это окно. Также это зависит от текста. Например, если выбрать другой текст, то надпись может стать меньше. Когда все настроите, нажимаем «Download» – «Загрузить».
Теперь заходим в настройки, активный экран и блокировка, активный экран, нажимаем пользовательское изображение, плюсик. Наша картинка загружается сюда, выбираем ее, применить. Блокируем смартфон и смотрим, что получилось. Также в загруженной картинке, если нажать вот сюда, мы можем изменять цвет. Нажимаем применить. Теперь это будет выглядеть так. Также я уверен, кто-то из вас задастся вопросом, почему бы сюда не сделать какие-то более крутые картинки, например такие. Но если вы хотите узнать, как делать вот такие анимированные картинки, навсегда включенный дисплей, пишите об этом в Telegram или в комментариях в YouTube. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.